До того, как сибиряки начали пить чай с чайным листом, от северокитайское чай, собственно, это название так и пошло оттуда. Так вот, до этого испокон веков сибиряки пили чай из местных трав. Заваривали, забеливали молоком или не забеливали и пили эти горячие напитки, причем постоянно. И, ну, какие были травы? Это иван-чай, смородина, смородишник, так чай назывался. Если это листья малины, то это малинник, вот, и так далее. Это было очень распространено и, собственно, вошло даже вот в обычаи некоторых календарных обрядов. Например, когда на Масленице собирались после катаний на конях, так сказать, в гости, то они тоже угощали их там чаем. Даже само название челдоны, считается, и произошло от желания угостить чаем. Все приезжие всегда отмечали любовь челдонов к чаям. Они даже так и говорили: чай-доны, потому что чаи дают. И для челдона это большая обида, если человек отказывается от чаепития. Было принято ходить друг к другу в гости, например, соседка к соседке, заваривать чай в чайнике на самоваре и выпивать 5, 6 и больше кружек чая. Позднее, когда распространился китайский чай, это, значит, название было перенесено и на название исконно народных чаев, горячих напитков, то есть стали вот называть их чаями. Собственно, первое вот употребление китайского чая началось вдоль тракта московского, сибирского, по которому возили вот эти вот чаи. Китайские гнали на обозах, и были даже такие здесь чаерезы у нас, разбойники, которые отнимали эти чаи. И вот вдоль этого московского сибирского тракта были первые любители, когда вот им на остановках этим ямщикам предлагали горячий чай, и они его с удовольствием пили. Но интересно, что закусывали при этом вот капусткой соленой, огурчиком соленым. И вот, так сказать, можно выразить такую гипотезу о том, что чай по-русски, который называется чай с лимоном, он, наверное, как-то и связан своим происхождением с прежними своими атрибутами. То есть вот чаепитием с солеными огурцами, которые придавали какой-то известный привкус в чае. Ну и надо сказать, что уже от Московского сибирского тракта позднее эта традиция распространилась и на север, и на юг. То есть здесь, в Сибири, чаепитие с китайским листом значительно раньше фиксируется, чем вот в селениях Европейской России. В Москве тоже довольно рано это были привезены в качестве подарков от китайских императоров нашим русским царям, поэтому там тоже, но это в элитарных слоях общества, а вот основное население даже и не знали о таком вот обычае. Тоже пили, если горячие напитки, то местные травы. Когда приехали в Сибирь выходцы с украинских территорий, современной территории Белоруссии, у них вообще не было такой традиции чаепития. Вот. Самовары тоже не принято было иметь. И поэтому вот здесь, так сказать, обосновавшись в Сибири, они уже пристрастились вот к такой сибирской традиции. Ну, вот рассказывают, что раньше травы большие были, и кусочек сахара брал челдон, его подвешивали над столом. И вот когда кто-то хочет себе, так сказать, сладенького, то откалывает от этого кусочка и, значит, себе кладет. Если этот сахарок вот он откусил, чуть-чуть осталось, было культурно положить его в общую тарелку, то есть вот не съедать до конца. Вот. К чаепитию челдоны предлагали шаньги, пироги,
значит, обязательно эти сушки, бублики, тарочки, то есть пироги с сушеной ягодой. Вот это было, так сказать, угощение, да, печенье. И здесь как раз вот проявлялось, ну, хорошее, что ли, финансовое положение, экономическое положение семей, когда на столе стояли конфеты разные, не только монпассье, но и карамели, например. Вот, поэтому чаепитие здесь, в Сибири, было исконным таким занятием. И от челдонов, которые везли с собой самовары даже на пашню, затем заимствовали эту традицию и российские переселенцы. Вначале они очень удивились, что разогретый самовар челдоны везут на пашню. Для чего это, непонятно. Причем самовар несли на руках. Вот. А потом поняли, что вот они приедут, спокойно попьют чай и начинают работать. Вот. То есть такое вот была такая традиция. Гадания проходили тоже за самоваром, вот я имею в виду святочные гадания. Вот. И, значит, были такой тоже интересный обычай, назывался влазины. Это обычай вхождения в новый дом. Ну, часто знают, многие знают, кто, так сказать, занимается этнографией, что осваивать новый дом – это нужны особые традиции, особые обряды проводить, потому что может новый домовой или просто дом новый не принять новых хозяев, и будет очень плохо жить в этом доме. И вот проводился такой обряд влазины или влазины. Для этого приносили самовар с прикрепленной к тулову трубой, которая вставлялась в боковое отверстие русской печи. Самовар шумел, да, пел, как в то время называли, и всей деревни собирались, значит, несли в подарки. Ну, кто мог что? Ну, если люди не очень обеспеченные, то они несли чугунку, значит, более обеспеченные несли, допустим, какое-то угощение, вот, и так далее. Ну и вот отмечали затем за самоваром эти вот влазины. То есть хозяину дома говорили от нас, от добрых жителей этого села. Вот. Еще интересный тоже такой обычай. У челдонов самовар должен был петь. Вот. Непоющий самовар вызывал, ну, какое-то вот уже пренебрежение к хозяйке, но считалось, что это уж плохая хозяйка, что у нее самовар-то не поет. Говорили, вот пишет об этом наш писатель, кстати, Черноусов, вот, он говорили, ну, не до чего это, Машка-то дошла, самовары-то не поют у нее. Вот, то есть это считалось, что это уже, ну, такое вот не по-хозяйски это, что вот самовар, значит, он что-то недочищено или что-то в нем недоделано, не то, что вот самовар, если садятся люди за стол, он должен обязательно петь. Вот, когда после бани обязательно садились за самовар, тоже, значит, это было как бы продолжение банной вот этой вот традиции. Мытье в бане должно было заканчиваться питьем чая за самоваром. Вот. Ну и, значит, вот еще раз хочу подчеркнуть, что это еще и в XIX, начале XX века, да и, собственно, весь XX век чаепитие в селах – это совершенно не обязательно, что это заваривание китайского чая. Заваривали свои заготовленные травы, свойства полезные знали, никогда не спутает селянка, значит, чай, ну, вернее, траву, которая вредная, допустим, или не полезная. Всегда завариваю полезные травы, и вот я помню особенно вот старообрядцы, которые вообще никогда не пили китайского чая и отказывались первое время пользоваться даже самоваром. Вот, они всегда до сих пор, вот мы еще в экспедициях это фиксировали, угощали нас только травяными чаями, причем в большей степени смородишными. Вот. Ну, почему старообрядцы отвлекались от самоваров? Они говорили, что он, значит, нечищенный, он не так блестит. Вот. Но, тем не менее, затем эта традиция была принята. И, в общем-то, самовары, мы знаем, что в Нижегородской губернии даже там целое производство было самоваров. Вот здесь, в Сибири, у нас наши старообрядцы, в том числе те группы изолированные, которые живут в Томской тайге, до сих пор самоварами не пользуются. То есть это чисто такая сибирская, челдонская традиция.